Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад, события ближайшего будущего. События до конца месяца, таро на неделю с 24 по 30 июня. Уже заканчивается июнь. И эта неделя очень знаменательна хотя бы тем, что у нас 29 числа Лилит входит в знак зодиака Весы. Позже я сделаю статью, напишу и оставлю ссылку во вкладке «Сообщество», а также на моей странице Facebook, как эта Лилит проиграется для каждого знака зодиака в отдельности. Ведь Лилит – это наши тайные желания. И будет своеобразный выбор, будет и соблазн, безусловно, и вот между чем и чем. Я на сей момент об этом не говорю, кому более подробно будет интересно, следите за моими публикациями. Я также сделаю расклад Таро, посмотрим, что думают по этому поводу карты. Ведь Лилит войдет 29 июня 2024 года в знак зодиака Весы и пробудет почти до конца мая 2025. Вот вторая половина 2024 года так или иначе будет означать, знаете, вот как выбор правильного направления. И здесь все наши тайные желания, мои дорогие овны, могут активизироваться. То есть вот между чем и чем придется держать баланс, чтобы где-то себе не навредить. А мы идем с вами дальше. И в нашем еженедельном Таро-раскладе мы узнаем, что важно знать, чего не избежать, что скрыто, каковы же события до конца месяца, что для вас будет в приоритете, чего не избежать или неожиданность, чему сейчас не время, что вам может помешать, что же вам будет помогать, мои дорогие овны, какие энергии, что скрыто, и по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, энергия денег, финансы. Что на неделю видят карты? Правда и ничего, кроме правды. Это с вашей стороны у вас может быть такое внутреннее желание с чем-то разобраться. Может быть, кстати, и с кем-то. Вот по этой карте запросто. Это могут быть люди. С одной стороны, мои дорогие овны, могут быть и проверяющие, особенно для тех из вас, кто занимает ответственные посты, да, может такой быть визитер. Будьте внимательны, проверьте на всякий случай свои отчеты или документы, где стоит ваша подпись. То есть комар носа не должен подточить. Могут быть еще и другие персоны. И здесь двояко. Либо идет бунтарь-одиночка, который нам без причины что-то доказывает. Это где-то энергия может и с нами просто изнутри проиграться, как раз по Лилит. Ближе к концу недели, когда нам хочется кому-то что-то доказать. А нам говорят, отступи полшага назад. Будь реалистом, проверяй каждую информацию. С другой стороны, если мы говорим про пафосных личностей, могут что-то предложить, увлечь где-то проектом, сказать, ох, это такие золотые горы и кисельные берега, что прямо вот стоит участвовать и срочно, завтра будет поздно. И все равно карта говорит, отступи полшага назад, проанализируй. А может быть, и овчинка выделки не стоит. Одним словом, правда, ничего кроме правды, быть реалистом. И, кстати, когда мы ищем эту правду, и мы ее находим, может быть, и будет что-то ценное, интересное. Значит, вы должны себя подстраховать, мои дорогие овны. Неожиданности. Ваша карта. Хотя карта император может говорить, что вы будете общаться с сильными мира сего или с теми людьми, которые по лестнице иерархии стоят выше вас, которые имеют полномочия, которые имеют тут как раз рычаги влияния. Это изменение статуса, как и для вас самих. У кого-то это через личную жизнь, у кого-то через получение должности, когда вы решаете делать карьеру. Может быть, это решение было принято раньше. Значит, тут могут быть какие-то вроде как удобная ситуация, но себе не навредить. Значит, как-то элегантно какие-то вопросы решать. Может быть, это вы уже находитесь при власти, или вы ответственный человек. По роду службы, по роду деятельности вы за что-то отвечаете. Ну вот тоже где-то не дайте себя увести с пути истинного вот таким вот бунтарям или пафосным людям. Одним словом, будьте предельно внимательны.
Да, раз выпадает карта император, безусловно, мы уважаем закон. Это вот первое. И тогда закон уважает нас. Мы уважаем систему иерархии. И может быть у вас какие-то задержки от слова, само по себе слово, задержка. У Овна аж там прямо все внутри закипает. А тем не менее, карта это говорит, ты быстрее какую-то проблему, вопрос решишь, если ты поднимешься поэтапно по всем ступеням, нежели ты застрянешь на одной какой-то ступени, в одном кабинете, и будешь кому-то что-то доказывать. Больше лояльности к миру. Ну, значит, правила игры на этой неделе таковы, когда где-то не вы их устанавливаете. И ваша задача себя самого и свои намерения сохранить. Чему сейчас не время? И не время уходить в глухую оборону. Не время огораживаться от мира или думать, гроза пройдет стороной, или думать, ну, как-то там без меня разберутся. Нет, в чем-то вам придется участвовать. Или с чем-то вы можете столкнуться на этой неделе. Вот хотя бы даже вот с такими людьми. И тогда лояльное отношение к миру. Лояльное, в принципе, как, назовите это дипломатией, чтобы сгладить какие-то острые углы или принять Соломоново решение. В конечном итоге все равно себе не навредить, но действовать как будто придется. Не получится отгородиться, не получится, ну, как бы уйти от решения того или иного вопроса. Вот есть какое-то дело, которое вот именно на вас оно замыкается, мои дорогие овны. Что же вам помогает? У кого-то конкретно поехать в определенную местность и там на месте разобраться с каким-то вопросом. Вот и так может помочь. Для кого-то из вас, когда вы смотрите уже вот как этот человек в горизонт, у вас есть какие-то свои личные перспективы, устремления. И тут, опять же, это тоже помогает себе не навредить, чтобы какой-то ваш план состоялся. Или была осуществлена поездка, переезд. Тут тоже что-то может такое закрутиться, когда вас могут отговаривать, мои дорогие овны. Или вас могут с учетом вот этих двух карт где-то давить своим авторитетом и доказывать вот как раз про этого бунтаря. Нет, ты не прав, а нужно действовать на своей волне. Но действовать, опять же, элегантно. Вот мы не спорим, а делаем по-своему. Вот как-то так. Человек уже повернулся к прошлому спиной. Карта может говорить также, не используй прежние методы, они тебе не помогут. Но вообще, в принципе, у вас сильная позиция. Тройка жезлов – это всегда как карта якоря. И может быть какой-то план ваш. К примеру, вы собираетесь куда-то переехать, поменять место жительства. Значит, какая-то может быть задержка, и она вам тоже помогает. По этой карте мы останавливаемся сами и никуда не торопимся. Но это не та остановка, как пауза. Это какой-то очень короткий период для того, чтобы окинуть взором, все ли у нас готово, все ли мы с собой взяли, все ли документы у нас в порядке, не будет ли потом каких-то неожиданностей. Это момент контроля, совершенно необходимого. Вот это такие энергии вам помогают. Что скрыто? Я не могу сказать, что тут кто-то что-то скрывает. По королю Пентакли это те люди проходят, которые надеются сами на себя. Может быть, это вам нужно где-то скрывать свои финансы, например. Или как вы о себе много не рассказываете, каким образом вы добились успеха. Или вот, кстати, с учетом рыцаря мечей, могут быть такие люди, которым очень вы будете притягательно любопытны. И могут задавать самые какие-то нелепые, неожиданные, беспардонные даже вопросы, от которых вы будете приходить в смятение. Вот, кстати, такое тоже может быть. Или вопрос будет настолько нахальный и внезапный, что вы можете тоже растеряться. А вот для вас надо вот в этой уверенности, у вас сильная позиция. Одним словом, вам себя нужно будет сохранять, все то, что я говорила, от людей навязчивых, от людей непредсказуемых, от людей нахальных, от людей любопытных, от, может быть, где-то, если даже мы про проверяющего говорим, значит, и от проверяющих тоже. Значит, все как-то нужно сделать очень для вас красиво, чтобы и волки были сыты, и овцы были целы. Мои дорогие овны, дела, работа, бизнес.
Вы знаете, у кого-то вопросы именно по дому могут быть. Согласование, правда, связанные с переездом. Или вы по вашей паре, по вашей семье есть еще какие-то темы. И тоже через документы или через высокие инстанции. Когда приходится вместе либо обустраивать, организовывать свой быт, или буквально место проживания, или согласовывать что-то с чиновниками, подписывать какие-то документы. Вообще стабильный период жизни. Но энергии, они вот требуют от вас совершенно других тактик, другой самодисциплины, других энергий, мои дорогие овны. Вам нужно попросту удерживать свое положение в обществе, свое доброе имя, все то, что вы уже достигли. Поэтому какие-то, я надеюсь, не со всеми, но неожиданности, как с учетом карты император, мы можем внезапно ведь столкнуться по карте император с сильными мира сего. В любой номинации абсолютно. Но это те люди, которые живут по закону, и это могут быть те правила, регулировки, или пусть даже законы, о которых мы могли не знать. Мы же не знаем все законы. И тем более не знаем, как это работает в отношении нас. Вот с чем-то подобным вы тоже можете столкнуться. И может быть, по вашему или с вашей точки зрения, это не совсем корректно. Или закон дурацкий, это вы так можете тоже думать. Ну, правда, тут же по-разному может быть. И все же свои эмоции не следует демонстрировать. У нас показана пара король Пентаклей, что скрыта, и королева Пентаклей. Это та пара, которые могут друг другу доверять, понимаете? Значит, у вас есть партнерские отношения, или могут быть таковые, когда вы с любимым человеком, он вам не просто любимый человек, он вам еще и друг. Вы с ним заодно. И здесь вы на одной волне друг друга понимаете с полуслова. Может быть, это не обязательно вот дружба, которая с переходом в личную жизнь. Может быть, это те или могут быть вопросы, когда именно как друзья проходят. Когда тот человек, может быть, и родственник, почему нет? Но это не когда чувства связывают, а какие-то дела или родственные отношения в принципе. А если это про личную жизнь, значит тоже не совсем тут про любовь, а есть какая-то конкретика, может быть, с подтекстом материализма. Вот что же с деньгами? Ну вот все то, что я сказала, смотрите, семерка мечей, карта хитрости, изворотливости. И карта-то нас тоже призывает не плашать. Семерку мечей называют картой вора. И у вас эта позиция, мои дорогие овны, выпадает именно на финансы. Поэтому она и призывает быть буквально или хитрым, изворотливым, или, по крайней мере, делите надвое. Понимаете, что могут на этой неделе быть желающие либо вас какую-то сделку, к примеру, смотря чем вы занимаетесь, стянуть на то, чтобы вы на что-либо согласились, а впоследствии, чтобы вот не пожалеть вот этот тонкий нюанс. Поэтому просчитать по финансам что-то стоит. Безусловно, эта карта может вообще говорить, будь внимателен к своему движимому, недвижимому имуществу, к паролям аккаунтов, не переходите по тем ссылкам, которые вы не проверили. Удостоверьтесь, что да, тот, кто вам послал это письмо, на самом деле себя выдает, это личность настоящая, будем говорить. И электронные системы расчета, ведь это тоже в наше время разные формы фишинга, которые с каждым днем приобретают какие-то новые нюансы. Одним словом, во всех номинациях страхуйте себя по этой карте. И, может быть, отчасти как будто дважды контролировать нужно финансы и то, что скрыто. Ну, у кого-то, может, и такая серая бухгалтерия, правда. Так и то, что находится в данный момент как будто наяву. Здесь тоже должно подлежать вашему просчету, какой-то детализации, правильной организации. Не расслабишься. В личной жизни. А вот тут какие-то могут быть предложения или бабочки в животе у кого-то буквально так. Конечно, семерка кубков, эту карту еще называют иллюзорного успеха, но ведь это возможности. И их может быть на этой неделе 7.
Глаза разбежались, чем теперь заниматься? Или на личную жизнь. Тут ведь у нас как бы ситуация у каждого своя. У кого-то это могут быть предложения через работу или какие-то возможности по вашему бизнесу, по вашему творчеству. Личная жизнь– это тоже, это наши честолюбивые планы. И поэтому, может быть, тоже карты говорят, ты тут где-то не замечтайся. Не по части, может быть, отношений, особенно если у кого-то новый человек, вы знакомитесь. И тогда где-то подумать, чтобы себя сберечь, себя обезопасить, пока вы человека, ну, так не узнаете более конкретно. А для кого-то это просто карта говорит, что да, возможности будут. Это тут и настроение, и воодушевление как раз по этой карте идет. Неторопливая карта, ведь это семерка, это своеобразная пауза. С одной стороны, она может рассказывать о том, что вам придется выбор делать как раз на этой неделе, мои дорогие овны. Наверное, это про Лилит я где-то говорила, потому что, как знаете, вы выбираете правильный фарватер. И если мы про Лилит, то это то, что нам хочется. Это наши тайные желания или то, что, о чем мы мечтали. И вот что-то подобное вы можете как столкнуться на этой неделе, как возможность появиться. Но и быть реалистом, опять же, тоже. Одним словом, тут не должно быть как бы и не прокрастинации, если вопрос касается выбора, так и не розовых очков, если, опять же, выбор идет, может быть, через личную жизнь или через то, что вам предлагают. Будьте реалистами, у вас две карты. И если действительно у вас есть такой человек, который с вами заодно, держите с ним совет. Все же карты нам показывают, что Овен как будто не один. Есть тот, кто вам желает добра. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.